Мы в Венеции, в районе Местре. Обычно здесь реально какой-то дурдом. Найдите хотя бы одного итальянца здесь. Стенная жесть. Надеюсь, что к концу этого видео меня не прибьют. Вижу эти глаза, и мне кажется, что они, кроме мусора и нищеты, ничего никогда в жизни не видели. Ну, очень они открытые. Очень они добрые. Но я подумал бы, что это тюрьма. Вот опять какая-то разруха. L'Herbolario. Не знаю, что это значит, но очень красиво. Слушайте, вообще интересно это? Могли ли вы подумать, что Местре может быть и вот таким? Любой, кто направляется в Венецию, хочет он этого или не хочет, но он приезжает через этот город Местре. Точнее, это было раньше действительно отдельным городом, а сегодня это район Венеции. А Венеция — это не только туристическая часть, где Гранд-Канал, Сан-Марко площадь и прочее. Это еще и несколько других районов, которые расположены на материковой части Италии. Местре славится именно своей атмосферой, что здесь много иммигрантов, много людей разных национальностей, которые здесь повсюду и в районе ЖД вокзала, потому что контингент, который там шатается, в это время он не вызывает доверия. Самое поразительное, что мы сейчас в Венеции. То есть, да, удивительно, но вот это все, это Венеция. Какие у нас первые ассоциации, когда мы слышим слово Венеция, название этого города? Сразу вспоминаются узенькие каналы с мостиками, Гранд-Канал, Палаццо, площадь Сан-Марко. И это действительно туристическая Венеция. Но стоит проехать 10 минут на поезде или на автобусе через мост, соединяющий Венецию с материком, и мы попадаем вот в это. Слушайте, надо сюда вечером прийти, потому что здесь вечером совершенно иная жизнь. Вот если посмотреть на эти дома, вы такой себе Венецию представляли? Да, эти дома 20 века, второй половины, построили здесь. И некоторые из них превратились вот в такое. Кстати, население города около 90 тысяч. Довольно немаленький город. Вот. И более того, это не город, это же Венеция, это район Венеции. Район, в котором проживает порядка 90 тысяч человек. Сейчас я спущусь в переход Местре. Переход – это не просто переход через железную дорогу, это переход в другой мир. В данный момент довольно-таки спокойно, но обычно здесь творится дурдом, особенно в момент, когда утром идут все на работу и вечером, когда приезжают с работы. Вот, на самом деле очень веселое такое место. Вот тут постоянно ходит. Чао. Как видите, постоянно ходит охрана, потому что здесь небезопасное место. Надеюсь, что к концу этого видео меня не прибьют. Вот, здесь и перроны, ведущие к поездам. Вот, можно доехать на лифте, если у тебя чемодан или коляска. Это удобно. Удивительно. Я здесь был уже неоднократно в этом переходе. И обычно здесь реально какой-то дурдом. Но сегодня удивительно, но как-то спокойно относительно. У меня двойная камера, она снимает то, что творится впереди меня, то, что я вижу впереди себя, ну и, собственно, можно меня увидеть. Attenzione. Мне очень нравится итальянская речь. Давайте поднимемся на вокзал. Конечно, для инвалидов, тех, кто с большими чемоданами, здесь
не очень-то удобно. Вот, собственно, вокзал. Сейчас 11 утра. И, как правило, в Местре живет рабочая сила, которая дает свой труд венецианцам, обслуживая их в ресторанах, убирая за ними полы, работая официантами. Но в целом публика довольно разношерстная. Я здесь был вчера вечером в 10 часов, и охрана проверяла каких-то арабских парней. И я такое в Италии часто вижу. Ну, а уж тем более в Местре. Здесь. Такое чувство, что здесь надо опасаться каждого второго. Хотя, надо сказать, что сейчас я выбрал достаточно удачное время. И здесь довольно безопасно. Не так шумно, не так, может быть, угрожающе для жизни. Я сейчас иду в сторону автостанции. Каково это, когда человек, вот стоят люди на остановке и идет какой-то крендель, я имею в виду себя, с камерой, направленной на них. Ну, не удивлюсь, если у меня кто-нибудь ее разобьет или отберет. Ну, отберут вряд ли, а вот разобьют очень даже может быть. Flixbus. Скоро я покатаюсь на автобусе этой фирмы. Но это будет не здесь, не в Италии. Я знаю, что в одном из городов Финляндии, там, где я живу, есть город Турку, в котором я прожил 4 с лишним года. И там есть район Варисо, где, согласно источникам, проживает в районе 50 национальностей. Уверен, что здесь, в Местре, эту цифру можно умножить как минимум в 2 раза, а может быть даже и в 3. Вот, собственно, автостанция. Отсюда можно уехать в разные города. И удивительно, что, сев в автобус вот здесь, можно попасть в какую-нибудь Болонью и увидеть совершенно иную локацию. Ну вот тоже современный дом, довольно симпатичный для этого края. А вот итальянские дома. Могли ли вы подумать, что в Местре будет вот подобная архитектура? Вот тоже довольно интересное сооружение. Я сейчас даже приближу чуток. Вот. И сразу понимаешь, что означает слово «гетто». Супермаркет. Я здесь вчера покупал еду к вечеру, потому что в 8 часов все магазины здесь уже давно закрыты. И буквально пару магазинов, которые до 10, до пол-11 работают. И вот это как раз один из них. Ужаснейшая парковка. Ну, в плане ужаснейшая в плане внешнего вида, я имею в виду. Довольно смешанная архитектура здесь. Видим дома брутального типа, итальянского типа и какого-то современного типа. Почему-то мне издалека показалось, что это были русские парень с девушкой, но нет. На самом деле здесь русская речь часто слышна. Русская, украинская. Довольно часто можно увидеть здесь. Потому что Местре — это как бы Венеция. Венеция в 10 минутах. Там можно гулять, работать, отдыхать, водить друзей, гостей, которые приезжают сюда. А здесь жить. Арендная плата здесь раза в 2 дешевле, чем в Венеции.
Кстати, вам интересно, сколько стоит снять жилье в Венеции? Ну, где-то от 700 от 800 евро. Вот за 700 евро можно снять на острове Джудека и на окраинах, например, в районе Кастелло. Разумеется, если вы хотите жить где-то ближе к центру, к площади Сан-Марко, там будет жилье значительно дороже. Я думаю, минимальное жилье стоит там в районе 1000 евро, а максимальное, я думаю, даже не стоит говорить и называть эти цифры, потому что, чтобы даже снять номер с видом на Гранд-Канал, нужно будет прилично раскошелиться в районе 500 евро за сутки. Вот такая вот Венеция. Слушайте, вообще интересно это? Бонджорно. Итальянская речь шикарная. Итальянский язык просто восхитительный. Хочешь, что у меня сейчас рука оторвется уже от этой камеры. Жестяная жесть. Вот какой-то приличный отель, видимо, потому что здесь довольно респектабельная публика находится. Такой уголок цивилизации в маленьком итальянском гетто. Смотрите. Смотрите, как красиво. Какой мост. Ах, какой мост. Ну, знаете, Риальто отдыхает. Идем далее. Вот автобус, кстати, едя откуда-то. Смотрите, машины из Австрии. Австрийские номера. Интересно, куда это я зашел? Ну да ладно. Не стоило мне сюда идти. Надеюсь, я отсюда выкарабкаюсь. Но не факт. Сейчас посмотрим. Если там какой-то проход. По-моему, что-то есть. Ну что, идем дальше. Идем дальше, чтобы исследовать городок Местре. Итальянский чудесный город. Чудесный, потому что чудеса здесь происходят довольно часто, особенно по вечерам. Ну, здорово, что они сделали здесь разноцветные дома, это очень красиво смотрится. А это вот, наверное, когда это новое здание было, оно было интересное, такая фазенного типа. Оно сейчас, собственно, неплохое, просто пошарпанное. Нуждается в реставрации. Белишка висит. Не, на самом деле не такой уж и плохой этот город. Местре. Можно сюда приехать, пожить какое-то время, заработать деньжат, может быть, чуть-чуть улучшить свое материальное положение в плане зарплаты и переселиться в Венецию, в район Кастелло. Я когда-то видел фотографии какого-то африканского города, Каира или какого-то. Вот там точно так же было все. Но здесь такая провинциальная Италия. Потерялась Кытька, смотрите. Кошке 10 лет. 1 октября она с парковки исчезла. Я очень-очень желаю, чтобы эта Кытька нашлась, ну или, по крайней мере, была в благополучии. Тут вот несколько объявлений висит как раз с этой кошкой. Ух. Плохо, когда домашние животные теряются. Это такое маленькое горе. Да, даже не маленькое. Смотрите, здесь фрукты, овощи продают. Заборы. Я думаю, в этих краях разумно делать заборы, особенно если маломальски приличное жилье. Знаете, что когда
кто-то приезжает, прилетает в Венецию. К сожалению, аэропорта в самой Венеции нету в городе. Хотя могли бы сделать, например, на острове Лидо вполне себе есть старый аэропорт, который можно эксплуатировать. Но по каким-то причинам этого не делают. А аэропорт Марко Поло расположен в 10 километрах от Венеции туристической. И все пути сюда, или откуда бы вы ни ехали, они все пролегают через Местре. Местре – это один из районов Венеции. Если вы не знали, Венеция – это не только основной остров, где все палаццо и площади. Это еще и ряд островов, типа Бурана, Мурана, Торчелло, Сант-Эразмо, Лидо и прочее. Ну и Местре, и Магера, которая южнее железной дороги, тоже такой райончик. Это все часть Венеции. Юридическая часть региона Венеция. Найдите хотя бы одного итальянца здесь. Не, ну, конечно, они есть, просто их в процентном соотношении крайне мало. Вот поразительно, вот эти все люди приезжают из своих азиатско-африканских стран, попадают сюда. Они хотя бы вообще бывают в Венеции? Мне интересно. Они посещают, были там? Вижу эти глаза, и мне кажется, что они, кроме мусора и нищеты, ничего никогда в жизни не видели. Но я думаю, они все-таки были в Венеции, просто они были там крайне-крайне нечасто. Возможно, им даже не очень интересно это. Опять объявление про эту кошку. Смотрите. Гастроном в край родной. И, знаете, написано на русском языке, не на украинском. Сейчас очень много в Европе магазинов украинских. Сейчас Украина на слуху. Так, а как туда попасть? Давайте с разрешения зайдем туда и позырим, штаны попузырим. Здравствуйте. Вы говорите по-русски? Да. Случайно увидел ваш магазин. Снимал город, шел и увидел русскую надпись. Здорово. А давно этот магазин здесь уже? 15 лет. Ого. Очень хороший продавец, парень сидит. Он сказал, что это молдавский магазин. Вот, и это чувствуется. Он и говорит с акцентом. Здравствуйте. Батоны. Тут есть помидоры. Ну, как здорово, что такой огромный выбор помидоров. Здорово. Соленых, я имею в виду. У нас в Финляндии вообще не продают в банках помидоры. Лимонад. Конфеточки. Смотрите, грибы какие-то. Перец. Куриные крупные шпроты. Это да, вот рижские шпроты. Ну что могу сказать? Прекрасный магазин. Посмотрел в интернете отзывы, не всегда хорошие пишут. Товар действительно неплохой, выбор огромный, большой, и люди приятные. И у меня не сложилось впечатление, что там что-то плохо. Поэтому я предполагаю, что ругают этот магазин исключительно из-за русской надписи. Вот этот Интерспар гипермаркет, я в нем когда-то бывал и покупал макароны домой. Ну, вот такие вот магазинчики здесь повсюду. Смотрите, парикмахерские, арабские, сомалийские. Здорово. Конечно, эти люди сюда приехали не от хорошей жизни. Это все понятно. Но
плохо, когда они ведут себя не очень хорошо. Но, в принципе, если честно, я ни разу конкретно вот от африканцев, от азиатов не почувствовал и не увидел, и не услышал ничего обидного, плохого, какой-то предвзятости. Собственно, как и во всей Италии. Что это такое торчит там? Вам тоже интересно. Сейчас посмотрим. Знаете, похоже на архитектурные эксперименты, которые ставил Советский Союз в различных городах. Ага, это церковь. Ничего себе. Это церковь. Интересно, чья? Я субтитрами подпишу, чья это церковь. Ну вот сейчас я в каком-то таком спокойненьком райончике, приятном, довольно приятном. Я не вижу здесь итальянцев, но люди есть. Вот тоже красивый дом, смотрите. Уголок такой типичной Италии, с зеленью. Мне это очень нравится. Почтовый ящик забит. Ой, мамочки. Собачка. Привет. Почему ты гавкаешь? Что случилось? Хватит гавкать. Я сейчас уйду. Ты посмотри сюда. Ну все, я пощупаю. Давай я дам тебе палец. И у меня вопрос. Ты его откусишь? Эй! Ну ладно, пока. Вот, давай пописай. Молодец. Собаки здесь часто встречаются и постоянно гавкают. Они такие же импульсивные, как итальянцы. Вот тоже, смотрите. Дом, который надо привести в порядок. А вон там куча белья висит. Смотрите, опять какой-то поздний Советский Союз. Il sindacato della persona. Опять ощущение, что я не в Италии. Но у нас в Воронеже такие же дома есть, надо же. Хочу сказать, что цивилизация здесь на хорошем уровне, дороги все ровные, никаких ям, открытых люков и чего-то подобного. Многие, конечно, всякие сооружения списаны, пошарпаны. Мусор иногда валяется. Ну, собственно, не иногда, а мусор валяется. Но это не мешает городу быть достойным того, чтобы здесь жить, может быть, даже, ну или приехать погулять. Смотрите, как красиво. Пальма. Один из огромных плюсов Италии, что здесь есть разнообразная природа, и в том числе пальмы. Не скажу, что пальмы мое любимое дерево, но пальмы – это экзотика всегда. Смотрите, вот. На данный момент это самый красивый дом, который я видел здесь в Местре. Смотрите, как здорово вот этот особенно желтенький сделали. Знаете, это доказывает, что со вкусом можно жить где бы ты ни находился. В каком бы городе ты ни жил, хоть в Будапеште, хоть в Бангладеше, хоть в Местре. Вот тоже какой-то прям дворец. Давайте сюда свернем. Тоже какой-то азиатский магазинчик. Вот, не люблю вот такую отделку. Напоминает мне морг. А еще похоже, знаете, на общественные туалеты на вокзале.
Слушайте, я уже целый час тут хожу и еще живой. Магазинчики. Магазинчики. Венецианский гостевой дом. Да, это Венеция. Венеция, где ездят машины, где есть гостевые дома. И вот такая бесподобная архитектура. Алиментари. Алименты. Да нет, продуктовая какая-то что-то. Смотрите, какой там... Давайте посмотрим, дворик интересный. Это террасы от кафе. Симпатичненько. Здесь где-то рядом есть украинский магазин. Надо его найти. Это не он случайно. Нет, это не он. Sorry, do you know Ukraine market here? Sì, Do you know? penso... Blue. Blu. Окей, Esatto. окей. Grazie. В голубом доме. Интересно. Но там не было написано украинский. Ну, хорошо. Проверим. Все понятно. Европейская еда. Европейская еда, но первый флажочек-то украинский. Пойдемте посмотрим. Надеюсь, меня пустят. Посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. А вообще здесь много вот русскоязычного населения в Местре живет? Румыны и молдаване тут больше. Низ Мгм. Италии, Мгм. это Неапольская зона, там больше украинцев. Русских и больше молдаване, украинцев. Я не столько люблю Украину, хотя это чудесная страна, интересная, сколько ее людей. Потому что, очень они открытые, очень они добрые, очень они приятные. Конечно, сейчас геополитическая ситуация не самая лучшая, но я верю в лучшие времена. Я всегда приезжал в Украину как к себе домой, никогда не чувствовал ее чужой или другой страной. Мне даже скучновато там бывало от того, что все крайне похоже на родину. Вот приятный какой-то проспект. Граффити, но это не мудрено, что в таком городе будут граффити. Это было красивое граффити. А вот мы видим образец некрасивого граффити. Если бы Жириновский был бы, он сказал убрать. Барбершоп у нас этой же фирмы тоже в Хельсинки есть. Но в Финляндии нету такой архитектуры. Хоть один бы дом построили вот с такими ставнями. Я бы снял там жилье. Мне сказали, что чтобы дойти в центр Местре, надо идти все время прямо. Посмотрим. Полиция. Это аптека. Фармакия, я думаю, они так его называют. У них в таких подобных словах на букву «и» ударение. Ой, знаете. Индия, good. Интересно, Местре, он есть в нем вот такой классическая Италия? Или все-таки это больше вот такой азиатско-сомалийский, как бы сказать, региончик? Церквушка. Мне нравятся вот эти вот проходы, где над тобой второй этаж дома, а с первым он соединен, вот эта часть соединена колоннами.
это экзотично, это по-итальянски. Италия, она же такая, смесь румынско-цыганских и вот этих всех смуглых национальностей и прочих. И поэтому и архитектура, и язык здесь очень похож на молдаванский, румынский. А еще в украинском магазине продавалась жвачка Турбо всего за 10 центов. Была бы мелочь, я бы взял бы несколько штук. Впрочем, у меня есть мелочь, но я забыл про нее. Ну ладно. Еще один магазин, по-моему, турецкий. Итальянские надписи. Смотрите, дом, интересно, он эксплуатируется, институт какой-то. По-моему, могу ошибаться, но он не действующий. Какая шикарная архитектура, посмотрите. Какой шрифт выбран интересный. Как все грамотно и правильно было построено. Смотрите, я бы подумал, что это тюрьма. Тюрьма или не тюрьма? Зона, какая-то военная зона. Зона милтара. Зона милитара. Воинская часть. Все понятно. Воинская часть. Ну, красивая воинская часть. Симпатичненькая. А это улица отдана под афиши, под городские афиши. Спектакли, концерты, выставки. Зона милитары, военная часть еще продолжается. Колючая проволока, страшный забор, но здания интересные. Вот опять какая-то разруха. Смотрите. Какая-то заброшенная зона, а там машина стоит. Хотя в этом вся Италия, у них такое часто бывает. Слегка неухоженная территория, хотя это машина каким-то образом попала на эту заброшенную территорию. Территория реально заброшенная. Смотрите, какие-то скульптурочки. Все равно вот удивительно, в таком месте можно вообще все было ничего не делать и не облагораживать, но власти позаботились, чтобы вот такие штуковины стояли. Стояли и украшали. Город, как, впрочем, и вот это вот, видите, клумба. Угу. Там фонарики вставлены в эти цветы, в красные. И вечером они создают подсветку. Ну а мы продолжаем. Для тех, кто только что присоединился к голубым экранам, к нашей телетрансляции, к нашему эфиру из Италии, мы в Венеции. Мы в Венеции, в районе Местре. Местре, смотрите. Представляли ли вы когда-нибудь, что Венеция может быть такой, вот такой?
и вот такой. Если есть щель, значит, надо в нее посмотреть. Я не буду комментировать, потому что я не знаю, что это за резервуар с водой. У меня один вопрос. Как вообще случилось, что кто-то сделал вот эту вот трещину в стене? Я думаю, случайно кто-то просто облокотился. А может быть, дедушка или бабушка шла, с палочкой облокотилась. Мое сердце мне подсказывает, что я приближаюсь к центру Местре. Контингентит, стоп еще. Здесь продают цветочки. О, какой запах цветов. Это, видимо, такой местный главный торговый центр. Видите, вот в Милане есть галерея Виттора Эммануила II. А это современная маленькая копия. Вот смотрите, джелато, итальянское мороженое. Правда, язык итальянский красивый. Смотрите, надпись L'Herbolario. Не знаю, что это значит, но очень красиво звучит. Уверен даже, что слово «мусорка» или «грязь» по-итальянски это какое-то красивое слово. И вот удивительно, мы только что были в каком-то минуту назад. Я был, сами видели где, и вот уже я вот здесь. Слушайте, для тех, кто маломальски что-то слышал про Местре, проезжая, может быть, в Венецию или как-то еще, для них Местре это что-то грязное, обшарпанное. Вот этот ассоциация часто с вокзалом, где не протолкнуться от толп, вот, и от шума. Могли ли вы подумать, что Местре может быть и вот таким? Посмотрите, это ж удивительно. Посмотрите, как красиво. Это же настоящая Италия. Знаете, даже в некоторых туристических городах есть пьяццы, площади, которые не такие красивые, как здесь. Это же реально красиво, посмотрите. Во-первых, огромный размер площади, фонтан вот этот вот. Вот. И не вижу ни одного современного здания, все историческое, старинное. Вот только торчит какой-то уродец, но, в принципе, он не мешает. Но поразительно, правда? Мы все еще в Местре, мы в Венеции. Смотрите, есть башенка. Интересно, в нее можно забраться? Я думаю, можно. Ну а сейчас передо мной то, что доказывает, что все-таки мы в Венеции. Но согласитесь, если бы вы вот такой вид увидели бы сейчас, и я бы с него начал, то вы бы не сомневались бы, в каком я городе нахожусь. Причем вот на окраинах Венеции, в районе Кастелло, вот можно увидеть вполне себе вполне похожий пейзаж. Очень красиво. А эта башенка сейчас звучала, на которую я надеюсь, что я заберусь. Не, ну здесь точно как в Италии. В смысле, я понимаю, что мы есть в Италии, но здесь как классическая Италия. Сюда не грех приехать и прогуляться. Знать бы, что это за здание, их историю. Пьяцца Эрмондо Матер. Я подошел уже к башенке. Ой, первый час уже время. Ну, в принципе, не мудрено. Ну-ка посмотрим, можем ли мы сюда пройти. Как я говорил, что на башню забраться можно.
рыцарь в окошке, видите? Изображение. Это Пьяццетта Джани Пеликано. Но это не важно, мы идем вверх. Столько побегаешь, что пару килограмм сбросишь за один денек. Это Венеция Местре. Очень красиво. Конечно, было бы здорово, если здесь был бы лифт, но башня не столь высокая. Все-таки это не церковь Оливисты в Таллине, в которой 170 метров. Поднимается вверх, но раз он может, то и я могу. Здесь мы видим музейная часть. Всевозможные картины, рассказывающие об истории города и этой башни. Наградой за такой подъем будут красивые виды. Ой, это те самые часики, вид изнутри. Круто, правда? Пойдемте в окно посмотрим. О, кстати, на карте видно, как раз сейчас приближу, место, где мы находимся, континентальная Италия, а вон там Венеция, похожая на рыбу. Смотрите, в окошках красиво. Ой, черепичные крыши. Очень красиво. Все-таки Местре — это город, который стоит посетить, если вы в Венеции. Хотя бы полчасика потратьте, хотя бы часик. Вам понравится это, вот честно. Видите, Местре не такой уж и страшный город, и в нем вполне себе приятно находиться. И, конечно, рядом с вокзалом не самая лучшая обстановка, но если вот дойти или доехать до центра, то можно увидеть вот такую красоту, которая как раз сзади меня. Поэтому приезжайте в Местре, обязательно заедьте сюда, посмотрите на этот город, и он вам точно запомнится. Здесь прекрасные люди, здесь вкусная еда, здесь европейская атмосфера, здесь все кипит жизнью и радостью. Добро пожаловать в Местре!